Всем привет! Сегодня из национального парка Гарц. Он находится от нас совсем недалеко. Мы добирались сюда 30 минут. День сегодня был такой жаркий, что ни утром, ни днем вообще никуда не хотелось ехать. А к вечеру жара спала, и мы приехали в город Херцберг. Вот как раз через этот город и проходит южная граница национального парка Гарц. Вот здесь на указателе видно, что река Зибер протекает, что здесь есть гостевой дом, база отдыха, мини-гольф, площадки всевозможные, и есть указатель еще на тропу приключений на природе. Но мы перешли вот через этот мост через реку Везер и пошли по течению реки. Вот этот парк, национальный парк Гарц, он очень сравнительно молодой. Он был основан в 1990 году в северной части Германии, в земле Нижняя Саксония. Особенность парка Гарц в том, что преимущественно это горный ландшафт. И не случайно до средних веков он носил название «Горный лес». Горный лес. В парке находится часть горного хребта Гарц, а также гора Брокен, самая высокая точка Северной Германии, высота которой 1142 метра. И 300 дней в году вершина этой горы покрыта туманом, что придает ей загадочный вид. А вот здесь, на этом щите написано «Зибер – наша особая естественная среда обитания». Написано, кто в реке живет, кто в лесах живет. В общем, краткая информация о этом месте. Видно, что река в этом месте бурная, потому что поток преграждают валуны. Видно, какие берега все каменные. Вот от этой точки можно пойти двумя маршрутами. Один маршрут вдоль самой реки, а мы поднялись по тропе наверх и идем вдоль лесов. Вот справа от нас леса, слева, вернее, леса, справа река. Слышно вот на этом участке, как шумит, шумит вода. Вот, встречаются цветы, много папоротников. И вот лес. Лес такой вот в этом месте посох лес. Не знаю по какой причине. И очень много деревьев вот на этой тропе по обе стороны спилены. Мы идем одни, никого нет, уже вечер. И вот река, тут очень высокий обрыв, река где-то там далеко-далеко. Идем и видим в прямом смысле заросли ежевики. Вот такие длинные плети свисают сверху, и все усыпанные ягодами. Все ягоды разной спелости. Черные ягоды, конечно, самые вкусные, самые спелые и сладкие. Вот. Причем так, сорвешь 2, 3, 4 ягодки, идешь дальше, через несколько метров снова такие же заросли спускаются со склона. Красота! Встречали мы и кусты малины. Лесная малина мелкая, но тоже очень сладкая. Вот таким вот лесом мы идем. Здесь открытый участок, лес на горе. А дальше впереди видим тропа уходит в лес. Вот это снимаем ежевику, вся усыпана ягодами, вся и черная, и средней спелости, и зеленые ягоды, все на одном кустике, все на одной веточке. Идем и еще и ягоды кушаем. Вон видно, что погода даже вечером чудесная и прекрасная. А это ручеек, в котором теплится жизнь. Видно, как он струится. Еле-еле, но струится. Вот видно, что вода сбегает вниз в реку Зибер. Тишина, красота, поздно, и птиц даже не слышно. Никакие птицы уже и не поют. Вот вечер какой ясный, красивый. Идем, папоротники фотографируем, цветы, наслаждаемся этой красотой, которая под ногами и перед глазами. Вот
Это часть национального парка, который проходит в городе Херцберг. А вот наша тропинка уже под сенью вот таких больших деревьев. Никто нам не встретился, я уже сказала. Мы шли одни и вперед, и назад возвращались. А вот здесь маленький ручеек пересох. Вот здесь в приямке еще есть вода. Еще вот видно, что вода есть, а дальше уже нет сил течь. Вот, видно только траектория, по которой вода сбегала вниз в реку Зибер. Вот она там где-то далеко-далеко внизу. Ну а мы еще немножко прошли вперед и решили вернуться к исходной точке. Захотели пройти и вдоль самой реки Зибер. Вот это место, где начинается тропа вдоль самой реки. И знаете, о чем подумала? Вот в том месте, где реку преграждают камни, валуны, там такой шум стоит, а видно, что на правом берегу жилые дома, частный сектор, и стоит такой шум. Иногда мы с дочкой разговаривали, даже не слышно было друг друга. И подумала, а ведь люди вот живут же здесь, да, или привыкают, наверное. Мы же привыкаем к городскому шуму, к проезжающим машинам, мотоциклам, а это же естественный шум природы. Вот, и обратила внимание, что у каждого дома есть калитка и выход к реке, ступеньки и выход к реке. Но вот там, где воде ничто не мешает, нет ни камней, ни валунов, течение спокойнее и шума меньше. И вот она себе течет спокойно и течет. Река Зибер – это начало водной системы Одер, Рум, Лейне, Везер и дальше к Северному морю. Вот река Одер берет свое начало в районе Гослар, в Верхнем Гарце. Его источник находится в национальном парке Гарц. И здесь же, в национальном парке, Одер впадает вот в эту реку Зибер. Вот здесь это русло уже, видно, что камни преграждают воде путь. И здесь так шумно. Нашли вот такой спуск и подошли к самой реке. А вон на правом берегу видно ступеньки люди сделали. Вот к берегу реки. Берега зеленые, и травы много, и деревья все зеленые. Тихо, красота. Так и хочется идти вдоль реки, вниз по течению. Река мелкая, и вода чистая, прозрачная, все камушки видно на дне. Вот шли, устали, взяли и посидели и полюбовались этой естественной красотой. Вот, смотреть на воду, как хорошо. Течет себе вода. А вон там где-то вдалеке моя группа поддержки, а я иду вперед и увидела вот такой мост. Кстати, и тропа заворачивает на этот мост, который ведет в город. А мы решили пройти еще вперед, тропы нет. Шли по кочкам, камни часто встречались. Не очень удобно и приятно идти, когда идешь по тропе натоптанной, одно дело, а вот тут шагать не очень приятно. Вот видно, что река вообще мелкая, с нашей стороны вот сколько камней на берегу вообще сухие. И вот под тем берегом спокойно течет эта река. Все-таки мы немного прошли, решили вернуться, и дело уже к 9 часам вечера. И вот по этому же мостику мы вышли в сам город Херцберг. Уже поздно, тихо в городе, мы шли одни, и иногда только машины встречались. И правда еще встретились нам 2 туриста навстречу. Шли таким резвым шагом, не знаю куда, кругом леса, но куда-то шли.
Мы идем к машине, мы очень все-таки далеко ушли вниз по течению, и вот возвращаемся улицей, возвращаемся городом, любуемся на сказочные дома, на гортензии, вот впереди красные шары – это герань, красиво оформлены территории, видели цветы и в тазах, и в ведрах росли, и в чайнике росли, а сколько скульптурок возле домов. И вот такой знак увидели, на котором нарисована сова и написано «Ландшафтный заповедник». Дорогу преградили, можно только пешком или на велосипеде. А дело уже к вечеру, не к вечеру, а уже вечер, вон даже луна на небе. А мы увидели вот такой вот фонтан. Тут еще герань такая красивая, пышная растет. И есть название у этого фонтана. Матернс Брунен. Фонтан матери. Посмотрите. Вот в такой стене, каменной стене, фонтан в городе. Вот мы вернулись на эту точку, к своей машине. Снова к этой реке вышли в Эзер, где она шумит, бурлит, эта река. Там указатель, вот о котором я говорила, начало. Вот нам понравилась тропа приключений на природе. Но сегодня не было времени. Вон уже включили даже уличное освещение, фонари. Вот сегодня мы таким увидели национальный парк Гарц в городе Херцберг. Получили массу удовольствия, отдохнули на природе. Нам очень понравилось. Всем желаю хорошего настроения. Всего доброго. Пока.